Этот ход стоил Джавахиру Синдару партии. Стартанул новый ГОП-турнир в Соединенных Штатах, где встречаются топовые шахматисты. И сегодня у нас партия между претендентом и главным претендентом на претенденты. То есть самый жесткий соперник был там для Синдарова, самый неудобный Аниш Гири. И в этой партии все было хорошо до поры до времени. Подножная мелюзга ходом d4 идет вперед, нападает на поле c5, e5, имеет огромное желание навести шорох. Аниш Гири отвечает кониной на поле f6, Джавахир пихает пихунделя на c4. Да, вы угадали, это возможно потанцевальный ферзевой гамбит конь f3 d5. Да, это ферзевой гамбит, как я рад. Такое ощущение, что я партии по дебютам выбираю, но нет. Я выбираю партии по трешовости ситуации. Конь на c3, слон b4, и мы перешли в защиту Немцовича. Ферзь b3 это один из возможных более-менее полупокерных вариантов, где белый ферзь спрашивает у этого вонючего беса: зачем сюда пришел, что тебе надо и не желаешь ли ты съебнуть? Ходом c5 Гири защищает своего беса, предлагает также контр-удар по центру. Синдаров берет пешку на c5, и Гиря вместо того, чтобы забрать вот здесь пихунделя своим бесом, потом получить взятие на d5 ед, более-менее нормальную позицию, он играет вычурный выдуманный ход конь c6. В этом нет ничего плохого. Пихундель жопой повернулся и никуда уже в принципе не денется от этого слона. И да, назад пешки не бьют, если кто-то не в курсе. Слон g5 развивается. Синдаров, хоть кто-то развивается. Это привет хейтерам. В прошлом видео у вас что-то очень много было, хейтерюх. Я вас всех на перо беру, всех знаю в лицо. Ферзь опять усиливает давление на конину на поле c3, и надо принимать какие-то меры. Угрожает конина на e4, чтобы потом еще больше усилить давление на эту конину. Ну а пока Гиря усиливает давление на конину, ты можешь усилить давление на подписку на этот канал, лайк видосику. И смотрим, что же это за ход такой, который Синдарову стоил партии. Чтобы исключить вот этот вот вонючий прыжок коня копытом по башке вот этому своему коллеге белого цвета, Синдаров решил просто его ебнуть на поле f6, тем самым сдвоил пешки на поле f6. Но эти орешки пока неподвижны. Гиря тырит пока что на d4, этим самым вскрывает как бы линию d. Как по мне, белые немножко лучше развиты, хотя слон полупокер. Ладно, беру свои слова обратно. Ферзь c4 Синдаров забрал, сдвоенные пешки улетают как орешки, и ладья c1, чтобы подстраховать скакуна на поле c1, спасти этого ишака. Ферзем на c5 Гиря уже прижал хвоста, немножко очкует, ведь перед ним кандидат на отфутболивание Гукеша. В ноябре уже анонсировали. 25 числа начнется Рубилова в Швейцарии. И Джавахир ходом ферзь f4 отменил, отказал ему в этом мужском жестком рукопожатии и напал на сдвоенную пешку на поле f6. Как ни странно, Аниш Гири находит лучший ходельник в этой партии. В этой позиции конкретно подпер своим королем слабую мелюзгу на поле f6. Ходом g3 есть огромное желание закаруанить, засандалить слона, чтобы он посматривал по большой диагонали. e5 на опа! На ферзя напали, слона развели, что делать? А ну давай что-то исполняй. Ферзь h6 сюда подальше, поглубже ему закинули, пусть кайфует. Гири пока молодой. Конем на d4, конечно, надо разменять свои активные фигуры, их не так много осталось, надо бы и поменять. а3 претензию этому вонючему слону на поле b4, слон c3, ладья c3, и вот первая ошибка в этой партии, которую допускает Гиря. Лучшим ходом было бы дать вот так вот швырнуть Джавахиру вот такой шахидосик. Если король попрется вот сюда на d2, чтобы грудью затаранить скотину кобылу, тогда просто ферзь b6. И что же получается? Вроде бы конина тут в пиздецах застряла в текстурах. На ладья c2 находится ход слон f5 с нападением на ладью. И если сейчас аккуратненько ладьей отойти, получается полный звездос Джавахиру. Ферзь b2 решает эту партию. Если король отступает сюда на c1, брать еще нельзя. Тут ферзь, конечно, стоит. Ты что, брать удумал ладью на c1? Нет, нифига. Просто ладья c8, предложение разменяться и некуда деваться. Вот так вот партия могла бы закончиться минус 7 за белых. Поэтому конь c2 надо было бы подымать.
Ну, ход компьютерный, ход далеко не человеческий, никакой полупокер, даже сам Магнус такой я бы не поднял, это вы шо, это высший пилотаж, который доступен только у меня на канале, без регистрации и смс, только за подписку и лайк. Но Гиря ошибается, играет ферзь b6, начинает ошибаться, дядя Гиря. Ведь на кону полтишок зеленых стоит. В Ташкенте себе можно оформить хату на окраине Ташкента. Думаю, Синдарову она не нужна, у него уже должна быть. Берем, конечно же, конину на поле d4, еда сюда забрал, еда забрала еду. Мелюзгу, пехоту, которая никому нахер не впала. Ладья f3, как-то подсматриваемся сюда на пешечку f6. Гири продолжает серию ошибок, слон d7 вроде бы развивается и желает засандалить, нашампурить вот этих вот подружек. Но это, извини меня, не получается. Если ты сыграешь слон c6, тогда просто ферзь. Ведь твой ферзь на b6 защищает. Какой слон c6? Аниш, ты шо? Слон h3, на тебе подарок. Давай меняться. Можешь сыграть слон c6, как и хотел. Получить мат 8 ходов. Сюда раз. Волына прилетела. Потом сюда 2. Можно уже ладейку подобрать. Можно f7. Конечно, я бы подобрал ладейку. Пригодится в хозяйстве. После король e7. Сюда шах на. Потом сюда на. И там как бы к мату уже недалеко. Сюда еще на. Потом сюда. Чтобы подключить ладейку к атаке. Вот так вот сюда на. Закрылся и получил звездюлей. На. Поэтому желание нашампурить вот эту вот ладью одну-вторую — это ошибка. Я вам, надеюсь, доступно объяснил почему. Кстати, партия играется в рапид. Время вы можете посмотреть вот здесь на экране немножко левее. Меняет Гиря этого Косорылова. Ферзь h3 и ферзь b2. Точным ходом рокировка Джавахир расставляет ему угрозу быть избитым во время турнира на шахматной доске. Забирает пешку на поле e2. И вот именно сейчас Джавахир делает ход, который не надо было делать. Можно ведь было сыграть немножко по-другому. Он играет ладья f4, шкаф. Испортил весь воздух в этой партии. Воздух победы просто пошел по трубам. Ржавым трубам Америки. После этого хода Гиря находит интересный вариант ферзь e5. Но вместо ладья f4 выигрывал ход ферзь h5. Угрожает вход ферзя на поле c5 с разносом посуды. Поэтому надо от этого перекрываться. Лучший ход по компьютеру — это ферзь e5. Нашел бы Джавахир 100%, потом ладья f5 и после ферзь e6. Напал бы на пешечку себе спокойно ладья f4. И если теперь Гиря кинулся бы ее защищать, ладья d8, нашелся бы ход просто ладья h4, напал на d4 и угроза связки мамаситы на e6. Она ведь за королем стоит, просто поймал ферзя и выкинул в мусорку этого претендента. И единственная защита вот так вот королем с этого пожара не спасает, ибо ладья e4, ферзь должен отступать на d7, тогда еще ладья d1, пехундель падает, позиция +5, тут даже 3 Магнуса Карлсена. Змей Горыныч, Магнус Карлсен, треголовый бес, не нашел бы никаких спасений. Но, к сожалению, в партии следует ладья f4, это именно тот ход, который выпускает все, что нажил 3 портсигара в этой партии в мусорку. Ферзь e5, на, ладья b1 присмоктался к пешке, еще позиция 1,5. Еще можно как-то порулить. Получится ли что-то? Сейчас посмотрим. b6 Гиря защищается, и лучшим ходом в этой позиции является ферзь g2, чтобы зайти сюда на b7, пощекотать нервы старому небритому пердуну черному королю. Вот такое рака-макафо на доске получилось. Но Джавахир придумал некие интересные моменты мудрости. Король f1. Идея в том, чтобы просто подключить сюда ладейку, завязать мамаситу и отправить его там, где попе теплее. Но после этого хода включается в игру претендент на претендента. Ваниш играет ферзь g5, ладья e1 шах, точным ходом король f8. Король дал на педаль, убрал все возможные угрозы, и он молодец, красавец. Ходом ферзь d7 Джавахир продолжает движение в направлении победы в этой партии, но ходом h5 Гиря пытается как-то разворушить, раздергать, раздрочить эту всю позицию белого короля. h4 угрожает, h4 на тебе заблокал. Блок запрещаю, отказано двигаться на h4. Гиря отступает на g6 и ферзь d4, падает пехундель. Теперь у Гири всего лишь один пехундель, и тот нездравый. Сдвоенный полупокер ему в спину толкает его коллега.
Каролина пошла на поле Ж7 защищать этого слабого вонючего. Ладья Е3, чтобы усилить давление на слабого вонючего. Пихунделя, ладья Д8, надо как-то огрызаться. Ферзь А1, сохраняя связку у мамы мандарин. Ладейка Д6 пошла, чтобы защищать слабого вонючего. И вся партия до конца будет строиться на том, чтобы забрать этого слабого вонючего. И на том, чтобы поставить лайк этому видео, подписаться на канал. Ладейка F3. Все силы Джавахир кидает, чтобы как-то вымучить этого гирю, забодать. Пихунделя, ладья С8. Еще можно вот так вот в коробочку поставить, и будут все ребята смотреть на одного. Гость, герой этой партии, Пихундель на поле F6 и батя даже тут. Король G2, чтобы исключить любые потенциальные опасности на первой диагонали. Или что это такое? Это у нас горизонталь. Ладья С5. Неужели желает разменяться на поле F5? Ну это вообще цирк. А4. А4 пошел Пихундель. Говорит, что я шо тут самый лысый? Я тоже хочу принимать участие в этой игре. Никаких претензий к лысым. Кстати, есть такой шахматист Игорь Лысый, фамилия, есть видос на канале его, Абдусадоров гонял лысого, так и называется. Ладейка на d5. Группировочка по линии d этих ладей. Ферзь b2. Началась вот эта вот вся возня. Ненужная петушиная возня. Шахматная, которая приведет нас к ничьи. Уже задолбали ребята двигать вот этот вот порожняк туда-сюда, G3, D5 и вот это вот стоялого, которое нахер никому не надо. Ладья C5, ферзь G3. Это ничья. Ну а ты подпишись, наблюдаем за турниром, кто же унесет 50 кусков зеленых из Америки и не заплатит за них налог. До новых встреч! В комментариях плейлисты с видосиками. Шныряй в комментарии и смотри.